Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я расскажу вам топ-10 смартфонов, по моему мнению, до 15 тысяч рублей. Это актуально сегодня, это актуально завтра и, в принципе, актуально в любую распродажу. Почему? Потому что эти смартфоны за эти деньги, если вы покупаете в период сейла, в принципе, покрывают весь перечень задач, какие только есть. У них уже неплохие камеры, в отличие от топа 10 смартфонов до 10 тысяч рублей, которые я выгружал, там были они мракобесные. В них реально играть в игры, у них хорошая автономность, быстрые зарядки, неплохие комплекты. И в целом, по большому счету, это уже полноценные смартфоны, с которыми не стыдно ходить, с которыми удобно ходить, которые не лагают, у которых довольно быстрый и красочный интерфейс. И большинство из них, по большому счету, по многим параметрам не хуже тех же субфлагманов. У них нормальные AMOLED-экраны, в большинстве своем есть, разумеется, IPS-ки, как всегда. Но в целом яркости хватает, тачи хорошие, процессоры хорошие, как и внутренняя память и остальные вещи. Чего там не хватает? Чаще всего это локализации, потому что, разумеется, это чуть ниже, чем средний ценовой сегмент. И самые лакомые модели, они на глобальный рынок не уходят, потому что с глобала, разумеется, представители Азии хотят срубать максимальное количество средств. Зарабатывать же надо на ком-то, поэтому половина из этого топа продается исключительно для китайского рынка, но это нас никаким образом не останавливает и не напрягает. Почему? Потому что русский язык есть там, какие-то бенды иногда отсутствуют, вы все узнаете в топе. Я бы для себя конкретно брал что-то из этого топа в топ-3. В принципе, для использования, если бы не был блогером, этого бы хватило с головой на года 3. То есть вы приобретаете смарт, у вас несколько лет поддержки, желательно смарт этого года. Все эти смартфоны будут, разумеется, этого года выпуска, чтобы поддержка у вас была подольше. И напоминаю, всегда что-либо из вышеперечисленного необходимо покупать только во время распродаж, потому что не во время сейлов цены космос. Напоминаю, меня зовут Саня, это канал Польза.нет. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды, пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. И не забывайте подписываться на телеграм-канал Взаимопомощи, нас там 14 тысяч человек, телеграм-канал Скидок 80 тысяч. И приходить на стримы 11.11, допустим, стрим с розыгрышем iPhone 14, наверное, уже был к тому моменту, как вы смотрите данный обзор. И было несколько стримов, посвященных выбору умных часов, браслетов, смартфонов и всего остального. Огромное спасибо, смотрим! Еще раз всем привет, вы на канале Польза.нет, с вами Саня, и сегодня я представлю вам очередной топ-10 смартфонов ценовой категории уже до 15 тысяч рублей. У меня был топ до 10 тысяч, до 20, до 25, свыше 30, и еще получается 5 топов, посмотрите в описании, там и наушники, и часы, и браслеты, есть из чего выбрать. Теперь честных 100 девайсов, которые я рекомендую к покупке на Али, набрались только в топах, не говоря уже о 4 распродаженных лайв-стримах. Смотрим в описании, ссылки все там. Если у вас нет лишних денег, то этот топ однозначно для вас, потому что за эти деньги вы можете купить уже смартфон, который может выполнять все задачи. Практически все смартфоны, описываемые в сегодняшнем топе линейки, имеют возможность бесконтактной оплаты покупок с помощью NFC. Это же вам не айфоны. У большинства из них вполне приличные для обычного пользователя камеры, а некоторые прямо хорошие, позволяющие снимать какие-то ролики для семейного архива. У них достаточно внутренней памяти, а некоторые позволяют дополнительно еще установить microSD-карту, расширяющую память телефона. А на отдельных смартфонах даже можно запускать не очень требовательные игры. Точнее, на всех. А на некоторых даже очень требовательные, даже на максималках. Что еще нужно простому обывателю? Про проверку мультитача я говорил в прошлом топе. Его поддерживают все представители этого топа. 10 пальцев они понимают. Все то же самое касается разблокировки смартфонов стандартным пин-кодом и графическим ключом. Все можно. И еще один момент. Практически все производители смартфонов в настройках разрешают расширять объем оперативной памяти за счет внутренней. Я настоятельно не рекомендую это делать, так как имел немало негативных последствий от включения данной фишки в разных смартфонов. По факту вы просто-напросто быстродействующую оперативную память расширяете за счет внутренней памяти, которая медленнее действует. ОЗУ за счет ПЗУ. Ну, неразумно. И упоминать об этом, на первый взгляд, ненужные фишки я тоже не буду. Есть у всех. И традиционно на каждый из смартфонов моего топа, а также на многие другие, есть отдельные обзоры на моем канале с распаковкой, полноценными характеристиками, результатами синтетических тестов и многочисленными примерами фото и видеосъемки. Ну а самое полезное там, разумеется, это
комментарии пользователей под обзорами. Поэтому смотрим, делимся своими впечатлениями. Всем, кто оставит любой комментарий под данным стримом, огромное спасибо, вы помогаете проекту. И начнем топ. Начинается мой топ нестандартно со смартфона Realme 9 4G. К плюсам я отнесу свежую версию Android, мини-джек, отличную внешку, топовую сборку, суперский экран, наличие ультраширика и возможность беспроблемно поиграть в любые игрушки. Комплект стандартен для среднебюджета у Realme. Ничего, что может пригодиться покупателю на первое время, они положить не забыли. И пленочку наклеили, и чехольчик положили, и блок питания на 33 ватта в комплекте тоже. Спасибо за заботу о покупателях. Размер у смарта вполне нормальный, весит он достойные 180 граммов. 3 расцветки корпуса на выбор, это всегда хорошо. Тыльная часть смарта, как и рамка, выполнены из пластика. Слот для сим-карты полноценный на 2 сим-карты и карту памяти. Спасибо за возможность выбора. Супер AMOLED дисплей размером 6,4 дюйма, разрешение 1080 на 2400 точек и плотность пикселей 409 ppi. Он защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5 версии, пиковая яркость 1000 нит, это хорошо. На солнце пользоваться смартфоном можно без проблем. Экран поддерживает частоту обновления 60-90 Гц и автовыбор. Тач на 360 Гц, но тест на частоту дискретизации он прошел не совсем волшебно. В режиме разработчика можно включить DC-димминг, автояркость работает прекрасно, адаптируется под смену освещения быстро. Экран можно настроить под себя в настройках, что хорошо. Также можно настроить защиту зрения. Always on дисплей на борту, и он полноценный. Сканер отпечатков пальцев в экране срабатывает не всегда корректно, бывает, что и он задумывается. Распознавание лица срабатывает быстро и даже под углом. Внести данные можно только одного лица. Процессор здесь Qualcomm Snapdragon 680. С одной стороны скромный, с другой стороны, а что еще надо? Графический процессор, разумеется, Adreno 610. Стандартный всегда у процессоров обвес. Интерфейс Realme UI версии 3.0 на базе Android 12 версии. Оперативка LPDDR4X. Тоже неудивительно, на выбор 6 или 8 гигабайт. Внутренняя память здесь быстренькая достаточно. UFS 2.2. Есть версия, правда, только на 128 гигабайт. Может, появилось что-то еще, но я не видел. Но поддержка карт памяти здесь, разумеется, спасает ситуацию в определенном смысле. Можно карты памяти запихивать. Есть поддержка Wi-Fi 5 версии. Разумеется, это предпоследняя только версия, не самая быстрая. Поддержка 5G сети отсутствует, но нам как раз она и не нужна. Связь во время звонков отличная. Микрофоны, как и датчик приближения, меня не подводили. Есть поддержка VO LTE, VO Wi-Fi. Есть запись разговора, но с уведомлением о начале записи. Bluetooth версии 5.1, есть модуль NFC, MirPay работает без проблем, GPS-модуль поддерживает работу 4 видов навигационных систем. Точность GPS среди высоток меня не порадовала. 13-14 метров — это ненормально для такого типа процессора. Возможно, брак конкретно моей модели, возможно, уже допилили прошивками. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч, в PC-марке показал время работы 10 часов 26 минут. Заряжается смарт полностью за 1 час 8 минут. За результатами синтетических тестов зайдите в полный обзор. Там вы можете долго смотреть и радоваться, что он в принципе неплохой. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и одной LED-вспышки. Основной модуль от Samsung на 108 мегапикселей, сверхширик на 8 с углом обзора в 120 градусов и макромодуль на 2 мегапикселя. Запись видео доступна максимум в 1080p 30 fps, фронталка на 16 мегапикселей, видео он пишет также в максимальном разрешении 1080p 30 fps, к сожалению. Минусы — это разъем USB Type-C версии 2.0, что, как у всех, неудивительно. Звук у смарта моно, хоть и неплохого качества, нет ЭК-порта, но Realme никуда его и не устанавливают, насколько я помню. Можете меня поправить в комментах. Смарт понимает карты памяти только до 256 гигабайт. Показатели шима не лучшие, при активации DC-димминга показатели шим не особо меняются. Сканер отпечатков пальцев расположен низко, приходится подстраиваться, что не совсем удобно, и работает он не совсем корректно. При попытке установить обновление до Android 12 у некоторых пользователей, включая меня, процесс загрузки обновления повис на 0%. Помог сброс смартфона до заводских настроек и повторное скачивание обновления. Но это недоработка и минус, как по мне, однозначный. Вибро слабое и не настраиваемое, нет беспроводной зарядки, разумеется, ни цифровой, ни оптической стабилизации изображения я не заметил. Хотя цифровая, разумеется, есть. Резюмирую, с трудом могу рекомендовать этот смарт, за исключением случаев, если он вам достанется за какие-то смешные деньги. Особенно на Авито, допустим, новый. Либо на Али, вот сейчас во время распродажи, он и правда среди супер лоу-коста может выглядеть даже очень ничего. А учитывая, какая у него предыстория, у него будет чуть ли не самая большая скидка, мне кажется, на Алишке. Смотрите в описании по ссылке, но дальше 9 место моего топа, оно мною отдано Realme 9 Pro. Не путать с Realme 9 Pro Plus, потому что он дороже. Но, к слову, Realme 9 Pro Plus вчера на сейле я выкладывал за 18 006 рублей. Вы ощущаете, как они сбросили цену у данных двух моделей, которые одновременно вышли? Я думаю, вы знаете почему. Спойлер: потеющие камеры. Разумеется, это дело проходит. Я тестировал и тот, и другой смартфон, но осадочек остался. Я думаю, особенно
особенно у тех, кто покупал этот смартфон за 25-27 тысяч, а сейчас он до 15. Ладно, к плюсам данного смарта я отнесу IPS-экран с частотой обновления 120 Гц, хорошую автономность, наличие мини-джека, гибридный слот для поддержки карт памяти и мой любимый пункт вырез фронталки не по центру экрана, а сбоку. Люди, которые не любят AMOLED-экраны из-за шима, будут довольны, потому что здесь IPS. Комплект хороший для покупателя, а для галочки маркетолога и защитная пленка на экран наклеена, и чехол на первое время, и блок питания в комплекте есть. Размеры у смарта довольно стандартные для его диагонали. Весит он 199 граммов, терпимо. Тыльная часть, как и рамка, сделана из пластика, кнопки питания со встроенным отпечатком пальца. Удобно, как по мне. Гибридный лоток для карты памяти и сим-карты не прорезинен. IPS-экран размером 6,6 дюйма, разрешение 1080 на 2412 точек и плотность пикселей в 400 ppi. При прямом солнце яркости слегка не хватает, но это и минус IPS-матриц. Частота обновления экрана может быть 60-120 Гц и автовыбор. Тач на 240 Гц достаточно вполне. Автояркость работает хорошо. Сканер отпечатка пальца работает не быстро, но стабильно. Распознавание лица срабатывает быстро. Биометрические данные можно внести только одного лица. Процессор здесь Qualcomm Snapdragon 695 уже. Графический процессор Adreno 619, интерфейс Realme UI версии 3.0 на базе Android 12 версии. Оперативка LPDDR4X и в наличии всего один вариант на 8 гигабайт. Внутренняя память стандарта UFS 2.2, и это хорошо, и вариант здесь тоже только один на 128 гигабайт. Есть поддержка Wi-Fi 5 серии, 5G сетей, что нас вообще не интересует, у 4G есть 7 и 20 бенды, связь смартфон ловит отлично. Есть запись звонка без уведомления собеседника, опять же в китайской версии. Вибра не самая лучшая, но и не топорная, настроить силу вибрации нельзя. Bluetooth версии 5.1, NFC модуль на борту, MirPay, разумеется, можно установить и платить бесконтактно. GPS модуль понимает 4 вида навигационных систем, в городских условиях показывает точность 4 метра. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч, и в PC-марке показал время работы 10 часов 7 минут, и это при 120 Гц на максимальной яркости. Полностью заряжается смарт за 1 час 16 минут, не очень быстро. В играх смарт чуть подлагивал, но батарею держал хорошо. Результаты тестов и примеров фото и видеосъемки, повторяюсь, можете посмотреть на каждый из смартфонов по ссылкам в описании. А по поводу игр у меня есть топ-10 игровых смартфонов, по моему мнению, в этом году лучших. Смотрите тоже по ссылке в описании его. Основной блок камер состоит из 3 модулей и одной LED-вспышки у Realme 9 Pro. Основной модуль на 64 мегапикселя, ширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 119 градусов и макромодуль на 2 мегапикселя. Видео основной модуль пишет в разрешении 1080p и 30 fps. Фронталка на 16 мегапикселей может снимать видео в том же максимальном разрешении, что и основной модуль. Минусы: разрешение для видеосъемки на основную камеру всего 1080p 30 fps, разъем питания USB Type-C версии 2.0 это минус, звук у смарта моно, нет ЭК-порта, нет защиты от влаги, беспроводной зарядки нет, в играх батарея быстро кончается. Резюмирую, если ваши глаза устают от AMOLED-экранов и вы при этом немного снимаете видео и еще вам не нужен стереозвук в смартфоне, можете смело брать, но все же посмотрите остальных претендентов моего топа и можете выбрать что-нибудь еще. И вопреки всему, несмотря ни на что, на 8-м месте моего топа красуется OnePlus Nord SE2 Lite 5G. Почему он так низко? Потому что он чуть-чуть заползает за 15 тысяч, но совсем чуть-чуть. Возможно, когда вы смотрите ролик, он уже не заползает. Комплект у него, понятно, топовый, вы видите и так все на экране. Частота обновления экрана 120 Гц, есть поддержка 5G, отличный боковой сканер отпечатков пальцев, емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки. У него стоит IPS-ный экран и у него пиковая яркость, максимально заявленная 500 нит, но по всем тестам у всех она достигает 600 нит. Хотя, опять же, помним, что IPS-ки это не яркие экраны, и их нежелательно брать тем, кто часто использует данные смартфоны на улице. Размер IPS-экрана у него 6,59 дюйма, соотношение экрана к корпусу 84% и частота обновления экрана здесь 120 Гц. Плотность пикселей эталонная 401 ppi, вес 195 граммов, процессор у него стоит Qualcomm Snapdragon 695, оперативка LPDDR4X на выбор или 6 или 8 гигабайт, UFS 2.2 внутренний накопитель на 128 гигабайт, можно запихивать microSD карты максимум до 512 гигабайт, всю синтетику можете найти в описании. По батарее она здесь на 5000 мАч, время полной зарядки где-то час 15. Разумеется, там стоит Android 12 версия, оболочка Oxygen OS версии 12.1, мощность блока питания у него на 33 Вт, аккумулятор здесь стоит на 5000 мАч. Основная камера на 64 мегапикселя, максимум может снимать 720p в 120 fps, 4К здесь нет и 1080p до 30 fps, то есть очень скромненько, учитывая стоимость. Основной объектив на 64 мегапикселя, макро на 2, селфи здесь на 16 мегапикселей и может писать тоже 1080p 30 fps. Wi-Fi 5 версии, Bluetooth версии 5.2, UFS 2.0,
неудивительно. Можно запихать две симки. У 4G есть 7 бенд, но нет 20-го. Поддержки 5G сетей, повторяю, здесь нет. Есть аудиопорт мини-джек наш любимый. Dolby Atmos отсутствует. И динамики здесь по звуку моно, поэтому еще так низко. Почему он в топе? Потому что он средненький, и скорее всего, когда вы будете смотреть, вполне возможно, он будет стоить до 15. Если вам хочется дешевый OnePlus, чтобы протестировать, что он может, и не хочется брать ультра дешевый 20 SE, то это неплохой выбор. Скажем так, чтобы поиграться, как второй смарт. Но как основной я бы подумал его брать. 7 место занимает Poco M5s. К плюсам данного смартфона я отнесу достаточно низкий ценник относительно остальных представителей данного топа. Как минимум, также данный смартфон умеет снимать видео в 4К, что удивительно. У него хороший экран, достойная оболочка, и самое главное, его можно повертеть в руках в российской рознице. Если вы не хотите ждать доставки с Али, можно купить тут же в российском ритейле, не особо проиграв по стоимости. Там буквально 18-15%. У него есть стереозвук, оболочка уже допилена, и в целом это интересное предложение. Поставляется смарт в 3 расцветках, размеры имеет стандартные и весит довольно скромно по нынешним меркам 179 граммов. 2 динамика дают неплохой стереозвук, а также есть мини-джек и К-порт, за что спасибо. Есть защита от брызг воды и пыли класса IP53, что в данном ценовом сегменте не то чтобы редкость, а скорее всего нонсенс. AMOLED-дисплей имеет размер 6,43 дюйма, разрешение 2400 на 1080 точек, плотность пикселей 409 ppi. Есть поддержка DCI-P3, пиковая яркость у дисплея 1000 нит, что хорошо, на солнце экран не слепит и пользоваться им комфортно. Есть вшитый DC-димминг, шум у смарта небольшой, глаза не устают, автояркость работает отлично. На борту полноценный Always On дисплей, сканер отпечатков пальцев кнопки питания работает шустро, и разблокировать экран по лицу можно, и меня это дело не подводило, даже под углом. Можно зарегистрировать биометрические данные до 2 лиц, что хорошо, как по мне. В настройках можно дополнительно персонализировать экран под свои предпочтения. Процессор MediaTek Helio G95, и именно поэтому смарт так низко. Графический процессор Mali G76MC4, но напоминаю, все равно это один из смартфонов 10 до 15 тысяч, который я реально рекомендую. Интерфейс MIUI 13 версии на базе Android 12 версии. Оперативка LPDDR4X, и есть на выбор один вариант с 4 гигабайтами. Внутренняя память типа UFS 2.2, и на выбор может быть 64 или 128 гигабайт. Память можно расширить с помощью карты памяти до 1 терабайта. Есть поддержка Wi-Fi 5 серии. В 4G сетях есть 7 и 20 бенды, что хорошо. Связь смарт ловит отлично, микрофон отрабатывает хорошо. Датчик приближения не подводит, вибра не топорная, настраиваемая. Bluetooth версии 5.2 не самый последний. Есть модуль NFC для поддержки навигации. Есть GPS-модуль с поддержкой 4 разных навигационных систем. Точность GPS до 1 метра в городских условиях стандартно. Емкость аккумулятора 5000 мАч. Смарт поддерживает быструю зарядку на 33 Вт, полностью заряжается за 1 час 10 минут. Заряжается смарт что в играх, что при просмотре YouTube довольно медленно. Основной блок камер состоит из 4 модулей и LED-вспышки. Основной сенсор на 64 мегапикселя, ультраширик на 8 с углом обзора в 118 градусов и 2 затычки по 2 мегапикселя, макромодуль и датчик глубины. Видео смарт может писать максимум в 4К 30 FPS, фронталка на 13 мегапикселей может записывать видео максимум в 1080p и 30 FPS. Минусы: медленный разъем USB Type-C версии 2.0, разумеется, нет беспроводной зарядки, нет оптостаба тоже, разумеется, и все. Резюмирую, смарт интерес, привлекательный по цене и характеристикам, но влагозащита, стереозвук, возможность снимать видео в 4К в сегменте смартфонов не то, что это редкость, а исключение из правил, и доступно в магазинах у дома. Но процессор не радует лично меня, и вид у него, по мнению многих, дешевенький, но не будем. На 6 место в своего топ я поместил Redmi Note 11s. К плюсам данного смартфона я отнесу приятную внешку, AMOLED-дисплей с частотой обновления до 90 Гц, поддержку быстрой зарядки, камеру на 108 мегапикселей, поддержку стереозвука. Комплект стандартный для Xiaomi, зарядка на 33 Вт есть в комплекте, защитная пленка, наклеенная на стекло, а вот в комплектный силиконовый чехол не положили. Жаль. Размеры у смарта стандартные, весит он 178 граммов, легкий, 3 цвета корпуса на выбор не могут не радовать. Как тыльная часть, так и рамка выполнены из пластика, прорезиненный полноценный лоток на 2 сим-карты и карту памяти откровенно порадовал, так же, как и наличие мини-джека и К-порта. Дисплей имеет размер 6,43 дюйма, разрешение 1080 на 2400 точек, плотность пикселей 409 ppi. Автояркость работает хорошо, Always On дисплей есть, но урезанный, всего на 10 секунд. Сканер отпечатка пальцев кнопки питания работает стабильно, лицо распознает также хорошо и быстро. Процессор Helio MediaTek
G96. Графический процессор Mali G57MC2. Интерфейс MIUI 13 версии на базе Android 11 версии был на момент обзора, сейчас, скорее всего, уже 12. Оперативная память LPDDR4X на выбор 6 или 8 ГБ. Внутренняя память UFS 2.2. И на выбор уже есть 64 или 128. Есть поддержка двухдиапазонного Wi-Fi, есть запись звонков, но только с уведомлением собеседника о начале записи. Глобалочка же. Вибра не топорная, настраиваемая. GPS-модуль показывает точность 1,2 метра. Емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке показал время работы в 8 часов 49 минут. На 90 Гц экрана и максимальной яркости. Полностью смарт заряжается за 1 час 3 минуты, что довольно хорошо. Основной блок камер состоит из 4 модулей и одной LED-вспышки. Основной модуль на 108 мегапикселей от Samsung, сверхширик от Sony на 8 мегапикселей. И 2 затычки по 2 мегапикселя. Макромодуль и модуль анализа глубины цвета. При всем этом разнообразии запись видео на основной модуль здесь доступна всего 1080p 30 fps. Есть цифровой стаб. Фронталка на 16 мегапикселей и имеет точно такое же максимальное разрешение для видеосъемки. За примерами съемки повторяюсь в обзоры. Минусы: нет DC-диминга, и это очень плохо при данном уровне шима. Нет модуля NFC, это печально. Можно, конечно, говорить про оплату через QR-коды и приложения банков, но таких мест все еще откровенно мало. А вот банковские карты принимаются практически везде. Нет беспроводной зарядки, естественно, Always On Display обрезаны, если не сказать грубее. Разъем USB Type-C 2.0, как у всех. Резюмирую, смарт выглядит лучше, чем стоит. Он работает стабильно, свои функции выполняет, и камеры у него не потеют на старте продаж, в отличие от тех же флагманов от Xiaomi. На пятом месте моего топа красуется Realme 9i. Плюсом данного смарта от корпорации BBK я отнесу неплохой дисплей на 90 Гц, довольно неплохой процессор и полноценный лоток для сим-карт. Комплект стандартный для Realme, и блок питания на 33 Вт есть, и чехол, и защитная пленка на месте. Размеры у смарта стандартные для такой диагонали дисплея, весит он 193 грамма, лоток для сим-карт не прорезинен, но вмещает 2 симки и карту памяти одновременно. Респект. 2 расцветки корпуса на выбор есть, за что спасибо. Звук в смартфоне стерео это не может не радовать. Также на борту мини-джек, что пригодится любителям игр и просто обладателям проводных наушников. Не придется извращаться с переходниками. IPS-дисплей на 6,6 дюйма имеет разрешение 1080 на 2412 точек и плотность пикселей 401 ppi соответствующая. Пиковая яркость 480 нит, на ярком солнце ее может не хватать, что неудивительно. Частота обновления экрана 90 Гц, также есть еще 60 Гц и автогерцовка. Тач на 180 Гц работает неплохо, автояркость под различное освещение адаптируется, как-то странно по мне. Сканер отпечатка пальцев кнопки питания работает шустро, лицо смарт также распознает без проблем и быстро. Второе лицо завести на разблокировку нельзя. Процессор Qualcomm Snapdragon 680, графический процессор Adreno 610, интерфейс Realme UI на базе Android 11 версии был на момент обзора, сейчас скорее всего 12. Оперативная память LPDDR4X, доступна 4 ГБ, внутренняя память UFS 2.2, на выбор есть 64 и 128 ГБ. Есть поддержка двухдиапазонного Wi-Fi, в 4G сетях есть поддержка 7 и 20 бенда, сеть смартфон ловит хорошо, звучание отличное, но записи разговоров в стоке нет. Вибром неплохое, но не настраиваемое. Bluetooth версии 5.0 не последний, но работает без проблем. Есть поддержка NFC, и MirPay работает также без проблем. Учитесь у Redmi Note 11S. NFC-модуль понимает 4 вида навигационных систем и имеет точность в городских условиях стандартную 3 метра для Qualcomm. Лучше не бывает. Аккумулятор на 5000 мАч в PC-марке показал приличные 10 часов 14 минут при 90 Гц и максимальной яркости дисплея. Полностью от родного адаптера питания смарт заряжается за 1 час 10 минут. Тесты смарт проходит неплохо. В полном обзоре есть все, добро пожаловать. Основной блок камер состоит из 3 модулей и одной LED-вспышки. Основной модуль на 50 мегапикселей и 2 затычки по 2 мегапикселя. Макромодуль и черно-белый модуль. Видео смарт пишет, что на основную, что на фронтальную камеру максимум в 1080p 30 fps. Стабилизации я не заметил вообще никакой. Минусы: разъем USB Type-C 2.0, как у всех, нет ИК-порта, но у Realme их и не бывает. Нет беспроводной зарядки, в топе ни у кого ее нет. И разрешение для съемки маловато, как по мне. Я знаю людей, которые в настройки телефона в принципе не заходят, но вибра здесь тоже не настраиваемая. Резюмирую, неплохой смарт за свои деньги, со всеми необходимыми функциями, стабильной оболочкой и хорошим комплектом. На 4-м месте красуется чуть ли не мой фаворит — Redmi Note 11 Pro Global. Плюсами данного устройства является быстрая зарядка на 67 Вт, дисплей с частотой обновления 120 Гц. Главное, что смарт продается в российском ритейле чуть ли не на каждом углу. Правда, не до 15 тысяч, но на Али до 15. Комплект у смарта стандартен для Xiaomi, они не забывают о покупателях. 3 варианта расцветки дают пользователю возможность выбора. Рамки пластиковые, дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5 версии. Звук у смарта стерео, за что спасибо. Размеры стандартные, весит глобалка 203 грамма. Есть мини-джек и К-порт. Слот для сим-карт гибридный, есть возможность установить карту памяти, за что спасибо. Салазки, кстати, прорезиненные. Супер AMOLED дисплей имеет размер 6,67 дюйма, разрешение 2400 на 1080 точек. Есть
поддержка широкого цветового пространства DCI-P3, плотность пикселей 395 ppi, в автояркости дисплей может выдавать до 1200 нит, что будет за глаза большинству пользователей даже на улице. Частота обновления экрана 60 или 120 Гц, тач на 360 Гц, шим есть, но не максимально заметный. В любом случае, чувствительным к нему лучше посмотреть на экран в ближайшем магазине, тем более такая возможность есть. Автояркость работает отлично, сканер отпечатков пальцев кнопки питания срабатывает без зареканий, лицо смарт узнает даже под углом. Процессор MediaTek Helio G86, графический процессор Mali G57 MC2. Интерфейс MIUI 13 на базе Android 11 версии на момент издания обзора. Сейчас, скорее всего, уже 12 Android. Оперативка типа LPDDR4X, на выбор есть версия 6 или 8 гигабайт. Внутренняя память UFS 2.2, и на выбор ее может быть 64 или 128 гигабайт. Учитывая возможность установки карты памяти вместо одной из SIM, вполне достаточно. Есть поддержка Wi-Fi 5 версии, поддержка 5G сети отсутствует, но нам она и не нужна. Датчик приближения работает хорошо, а не так, как в моем Poco F3. Есть запись разговоров, но с уведомлением собеседника. Вибро неплохое, но настроить можно только уровень тактильной отдачи. Bluetooth версии 5.1 не последний, NFC-модуль есть, MirPay встает без проблем, GPS-модуль имеет точность в 1 метр в городских условиях и понимает 3 вида навигационных систем. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч, в PC-марке он показал время работы в 7 часов 41 минуту на максимальной яркости и 120 Гц экрана. Заряжается смарт до 100% за 45 минут, и это хорошо. За результатами в синтетике, повторяюсь, фото и видеосъемки в отдельный обзор по ссылке в описании. Расскажу про основной блок камер, который состоит из 4 модулей и одной LED-вспышки. Основной модуль здесь на 108 мегапикселей, сверхширик на 8 с углом обзора в 118 градусов, макромодуль на 2 мегапикселя и датчик глубины на 2 мегапикселя. Запись видео доступна максимум в 1080p 30 fps, есть цифровая стабилизация изображения, фронталка на 16 мегапикселей может писать видео в таком же максимальном разрешении, минусы Type-C-шник 2.0, как у всех, DC-димминга в настройках нет, а вот на борту, но обрезанные, как у всех Xiaomi, бюджетного сегмента, после 20 минут непрерывной игры в Genshin Impact смарт понижал яркость у меня, прям как iPhone 14 Pro, правда? Беспроводной зарядки нет, качество съемки у фронтального модуля хромает. Резюмирую, хочется отметить, что количество одинаковых смартфонов на одном и том же железе просто зашкаливает, особенно у одного и того же бренда. Но в этом не только минус для покупателей, но и плюс, так как есть возможность выбрать подходящую вам оболочку и не переплачивать, как в случае более именитых брендов. Вспоминаем Samsung, которые до 25 тысяч тормозят все так, что Narza 50A покажется вам супер-мега топовым смартом. Хотите MIUI, хотите Realme, выбирайте. На третьем месте моего топа супер-мега крутой смартфон Redmi Note 11E Pro. В чем его крутость? То, что сегодня на сейле он стоил 11 800, а за эти деньги, сейчас я вам расскажу, что вы получите. Плюсом данного представителя корпорации Xiaomi я отнесу отличную внешку, наличие мини-джека и K-порт, быстрая зарядка на 67 Вт и самое главное, это один из свежих смартфонов, значит поддержка его будет дольше, чем у остальных в этом топе. Комплект, как вы уже поняли, полноценный, чехолы, защитная пленка и блок питания идет в комплекте. Гибридный слот отнесу к плюсам, так как в более дорогие смартфоны даже Xiaomi перестала устанавливать хотя бы гибридные слоты. Размеры у смарта стандартные для его экрана, весит он 205 граммов, терпимо. На чехле предусмотрена заглушка для разъема питания, которая должна по замыслу производителя предотвращать попадание пыли и влаги в смартфон. Но по факту она просто мешает большинству пользователей, включая меня, комфортно пользоваться зарядкой. Большинство ее просто отрезают, либо покупают другой чехол. В продаже есть 3 варианта расцветки смарта, что само по себе хорошо. Задняя крышка выполнена из стекла, и она приятно переливается на свету, хотя будет, скорее всего, спрятана в вашем чехле. Рамка пластиковая, звучание у смарта стерео, причем неплохое, с поддержкой Dolby Atmos, и есть кастомный эквалайзер, за что спасибо. AMOLED-дисплей производства Samsung имеет диагональ 6,67 дюйма, разрешение 2400 на 1080 точек и плотность пикселей 395 ppi. Защитное стекло Corning Gorilla Glass 5 версии, традиционно есть поддержка DCI-P3, пиковая яркость дисплея 1300 нит, на солнце проблем с ним нет никаких. Частота обновления экрана 60 Гц, 120 или автовыбор, но он активируется сам при установке частоты в 120 Гц. Тач на 360 Гц, тест на частоту дискретизации касания он проходит хорошо, автояркость работает отлично, подстраивается под окружающее освещение быстро. Сканер отпечатков пальцев кнопки питания срабатывает без задержек, распознавание лица также работает хорошо даже под углом. Можно внести биометрические данные до 2 лиц, что хорошо. В настройках экрана есть различные функции для его персонализации, процессор Qualcomm Snapdragon 695, графический процессор Adreno 619, интерфейс MIUI 13 версии на базе Android 11, скорее всего уже 12, оперативка LPDDR4X, и на выбор есть версия 6 или 8 гигабайт. Внутренняя память UFS 2.2, и на выбор доступно 128 или 256 гигабайт. Есть поддержка двухдиапазона Wi-Fi 5 версии, поддержка 5G сетей отсутствует, но нам она и не нужна. Вот для 4G есть только 7 бенд, 20 нет. Тем не менее, связь смартфон ловит отлично. Микрофоны и датчики приближения меня не
не подводили, это хорошо. Есть в стоке запись разговоров, но с уведомлением собеседника о начале записи. Есть поддержка VO LTE. Вибро неплохой, но настроить можно только уровень тактильной отдачи. Bluetooth не самый последний, 5.1. Есть модуль NFC для бесконтактной оплаты и других функций. GPS-модуль показывает точность городской застройки в 3 метра, стандартно для Qualcomm. Аккумулятор на 5000 мАч, в PC-марке он показал 17 часов 38 минут. Тест я проводил при 120 Гц и 50% яркости. Быстрая зарядка на 67 Вт позволяет зарядить смарт полностью за 44 минуты. Хорошее время. Заряжается смарт не очень быстро, в пределах разумного. За результатами синтетических тестов, примеров камер в описании. Смотрим обзор. Там камер много. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и одной LED-вспышки. Основной ширик на 108 мегапикселей, сверхширик на 8, микромодуль на 2 мегапикселя. Видео смарт пишет максимум в 1080p и 30 FPS. Цифровая стабилизация на борту. Фронталка на 16 мегапикселей находится по центру дисплея. Мне такое расположение не очень нравится, и видео она может писать в таком же максимальном разрешении. Минусы: разъем USB Type-C версии 2.0 печально, но в этот прайс тяжело установить более скоростные варианты. Нет, естественно, беспроводной зарядки, нет оптической стабилизации видео, но в этом сегменте ни у кого ее нет. Нет запаса мощности процессора, но на года 2 его вам хватит однозначно спокойно. Резюмирую, неплохой смарт, тем более есть глобалка с русским языком и без китайского мусора. Есть NFC, есть мини-джек, есть какая-никакая поддержка карт памяти, стабильный смарт своих денег стоит однозначно. На втором месте моего топа красуется Realme Q5. BBK просто захватили топ. Плюсами данного смартфона я отнесу отличную производительность, хороший экран с частотой обновления в 120 Гц, русский язык в стоке, несмотря на версию смартфона для Китая, глобалки у него и нет. Достойный комплект, включающий в себя не только смарт, но и защитный чехол приличного качества. Быструю зарядку на 65 Вт и защитную пленку сразу же на экране. Слот для сим-карт гибридный, за что спасибо Realme. Размеры у смарта стандартные для 2022 года, его диагонали. Весит 195 граммов, поставляется в 3 вариантах расцветки. Тыльная часть, как и рамка, разумеется, пластиковые. Есть мини-джек, за что отдельное спасибо. ИК-порта, разумеется, нет. IPS-дисплей размером 6,6 дюйма, разрешение 2412 на 1080 точек. 401 ppi это хорошо, а вот пиковая яркость 600 нит это мало. Для IPS-экрана это неплохо, но на ярком солнце, тем не менее, яркости экрану не хватает. Частота обновления экрана 60-120 Гц, частота дискретизации касаний 240 Гц, честные по тестам, автояркость работает хорошо, мультитач на 10 касаний смарт проходит долго, что странно. Сканер отпечатков пальцев кнопки питания работает отлично, распознавание лица срабатывает даже под углом. Внести биометрические данные можно только одного лица, дисплей в настройках можно настроить под себя, и это радует. Есть защита глаз, и это хорошо. Процессор Qualcomm Snapdragon 695, графический процессор Adreno 619, интерфейс Realme UI версии 3.0 на базе Android 12, оперативка LPDDR4X, на выбор доступно 6 или 8 гигабайт, внутренняя память UFS по тестам не выше, чем 2.2, на выбор доступно 128 или 256 гигабайт. Есть возможность расширить память за счет карты памяти, убрав одну сим-карту, что хорошо. Есть поддержка Wi-Fi 5 версии, 5G сетей нам пока не нужно, в 4G сетях есть поддержка 7 бенда, а 20 нет. В больших городах связь смартфон ловит великолепно, звучание хорошее во время разговоров, микрофоны и датчик приближения отрабатывают без проблем. Разумеется, есть запись разговоров собеседника без уведомления о начале записи, это же китайский смарт. Есть поддержка VO LTE, VO Wi-Fi, Bluetooth версии 5.1, не последний, но и не худший. GPS-тест поддерживает 4 типа навигационных систем и в городских условиях показывает точность стандартную в 3 метра. Аккум емкостью 5000 мАч, в PC-марке показал время работы 10 часов 8 минут, и это на максимальной яркости 120 Гц экрана. Топовый результат. Полностью от родной зарядки смарт зарядился у меня за 52 минуты. Энергию смарт тратит очень экономно, особенно просмотр роликов на YouTube. Посмотрите результаты тестов, еще раз повторяюсь, в полном обзоре. По камерам примеры в обзорах, а так 3 модуля и 1 LED-вспышка. Основной модуль на 50 мегапикселей, 2 модуля по 2 мегапикселя. Макромодуль и портретник. Видео пишет основной модуль максимум в 1080p и 30 FPS, это маловато, а фронталка пишет видео в том же максимальном разрешении. Минусы, как и у всех. Type-C-шник на 2.0, нет защиты от влаги, вибро слабенькая и не настраиваемая, нет модуля NFC, это не слабый такой фейл, нет беспроводной зарядки, не могу упомянуть этот факт, как и у всех в принципе. Нет цифровой стабилизации камеры, я ее не заметил, как и оптической. Нет 20-го бенда в 4G, нет ИК-порта, монозвук тоже слегка расстроил. Если вам нужен смарт для игр в средних настройках, этот стоит до 10 тысяч в минимальной комплектации, ну лучше брать не минимальную. Ну а лидер, разумеется, это Realme Q5 Pro. К плюсам данного смартфона я отнесу поддержку видео в 4К 60 FPS, самый стабильный процессор, и даже в китайской версии есть русский язык в прошивке, как у всего у BBK. Напоминаю, у Xiaomi английский в китайских версиях смарта, а у BBK, даже если они не продают смартфоны на глобал, а Realme Q5 и Q5 Pro не продаются в глобалке, все равно русский есть. Максимальная проблема — это блок зарядки с китайской вилкой, покупайте переходник и все в огне. Все инструкции есть в открытом доступе, как настроить
настроить там оповещение и все остальное, в принципе, ничего сложного. Комплект поставки стандартен для Realme Smart, защитный чехол, блок питания на 80 Вт и защитная пленка на экране. Все для людей. Он имеет стандартные размеры дисплея, весит 195 граммов, 3 варианта расцветки, дизайн по мне шик, блеск, красота, тыльные части стекла, а рамка пластиковая. Экран покрыт Corning Gorilla Glass 5 версии. AMOLED E4 дисплей размером 6,62 дюйма — это круто, звук у смартфона стерео и довольно неплохой, плотность пикселей у экрана, к слову, 398 ppi, почти 400, DCI-P3 поддержка есть, HDR10+, есть, пиковая яркость 1300 нит, любому вообще хватит. Частота обновления экрана 60 Гц, 120 и автовыбор. Частота дискретизации касания 720 Гц, она меня порадовала. DC-диминг в наличии, но глубоко спрятан, считайте, его нет. Показатели шима в принципе небольшие. Есть функция защиты глаз, есть Always On Display, полноценные они обрезаны. Сканер отпечатков пальцев в экране расположен низко, как у всего BBK. Распознавание лица срабатывает без проблем, даже под углом. Процессор Qualcomm Snapdragon 870, графический процессор Adreno 650, интерфейс Realme UI версии 3.0, Android 12 версии, оперативка LPDDR5 и на выбор 6 или 8 гигабайт, разумеется, до 15 тысяч вы купите только на 6 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1 на выбор 128 или 256. Wi-Fi 6 версии, есть поддержка 5G, в 4G есть 7 бенд, 20 нет. Звучание хорошее, микрофон и датчик приближения работают адекватно. Линейный моторчик по оси X приятный, настроить силу вибрации можно. Звучание хорошее, микрофон и датчик приближения работают тоже адекватно. Есть, разумеется, запись разговоров, Bluetooth версии 5.2, GPS-модуль, 6 различных навигационных систем поддерживает, 3 метра для Qualcomm, стандартная его точность. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч, PC-марки выдает 9 часов 28 минут, разумеется, все на максималках, при этом 120 Гц и макс яркость. Результаты тестов смотрите в описании, по синтетике и камеры тоже. Полностью заряжается смарт за 35 минут, вы ощущаете, вы практически о флагмане слушаете мини-обзор. Видео на основную камеру смарт пишет максимум в 4К 60 FPS, сверхстабилизация доступна в 1080p 60 FPS, и обычная цифровая стабилизация максимум в 4К 30 FPS. На 4К 60 FPS на штативе снимать надо. Фронталка на 16 мегапикселей, как у всего от BBK, 1080p 30 FPS, отвратно снимает. Видео смарт пишет лучше среднего, а вот фото у него отменные. Минусы: нет мини-джека, нет ЭК-порта, нет поддержки карт памяти, USB Type-C 2.0, нет защиты от влаги, нет 20-го бенда, нет модуля NFC, нет глобалки, нет беспроводной зарядки, что неудивительно, оптостаба тоже нет. Резюмирую, если брать сейчас смартфон до 10 тысяч рублей, я повторяюсь, это Realme Q5 в минимальной комплектации. Лучше в максималке, если до 15. Если до 15 у вас есть эти 15 тысяч рублей, Realme Q5 Pro. Если до 12 тысяч рублей, то это однозначно Redmi Note 11E Pro. Вы будете 100% рады, но там нужно будет включать мозг. Чтобы совсем не включать мозг и получить глобалку и не думать, я бы взял Poco M5s. Ну и в принципе все, что из топа можно взять. Что Realme Прошка, что еще что-то. Не забудьте подписаться на канал, напишите в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Огромное спасибо всем, кто посмотрел его. Посмотрите другие топы, приходите на стримы, подписывайтесь на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок. Я, к слову, есть на Бусти, хотите помочь, подписывайтесь и туда. Там есть и бесплатные подписки, буду там частично стримить. В первую очередь по поводу гаджетов, которые покупаю себе, без обзоров. Не буду я вам про Sony FX3 рассказывать. Это не тема моего канала на YouTube. От меня всем девайсам в топе да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.